Друзья, всем привет! Меня зовут Виктория. Добро пожаловать ко мне на канал. И сегодня у нас будет тема, которая называется «Парфюмы, ароматы для свиданий». Тема родилась у меня на самом деле давно, когда я выбирала себе парфюм на свадьбу, на свою собственную свадьбу, и у меня были претенденты. И, соответственно, у меня сформировалась уже такая подборочка. Сразу оговорюсь, что это была моя вторая свадьба, и она была необычная, потому что я выходила замуж за одного и того же мужчину. И это был такой праздник для двоих. Это такое было на самом деле свидание с посещением ЗАГСа. Друзья, простите, просто это все так довольно забавно звучит, неординарно. И поэтому я эти ароматы больше отношу как ароматы для свиданий, потому что все-таки традиционная свадьба, да, это много гостей, это такое светское мероприятие. У меня была такая первая свадьба, и, наверное, я бы выбирала тогда какой-то другой парфюм, как вот именно для мероприятия. Ну, это я так вижу. Хотя считается, что свадьба для двоих, но правда, вот положа руку на сердце, эта первая свадьба была не для нас двоих, это была свадьба для кого угодно, но я, если честно, на ней работала, а не отдыхала. А вот когда мы были только вдвоем, вот это было классно. Естественно, мы оставили все формальности, свадебные платья. Начну с аромата, который я все-таки выбрала. Это Narcotic V от Nasamata. Белоцветочный аромат со специями в базе. Но я здесь чувствую мускус, который не заявлен, мускус чистый, мускус с такими фруктовыми оттенками. И этот аромат, почему я его выбрала? Он невероятно чувственный. Я не могу даже сказать, что вот он прям женский и не может быть унисексом. На самом деле, мне кажется, мужчина какой-нибудь может выбрать такой аромат. Вот за счет этой специевости. Скорее на нем будет громче звучать специи. На мне же звучат белые цветы. Причем они тянутся таким шлейфом, они мне даже вот визуально, да, если попробовать визуализировать аромат, они мне напоминают именно фату, которая вот прям тянется за мной. Чистую-чистую, белую-белую фату, вот белоцветочную такую, да, если говорить все-таки нашим альфакторным языком, белоцветочную фату. Аромат невероятно стойкий, аромат шлейфовый, с раскрытием. Где-то уже в базе, вы знаете, даже в какие-то моменты я ловила нотки вот прямо чистоты, как вот белье свежевыстиранное. Это уже было в базе и прям вот где-то шлейфило. Это классно, да, когда аромат к базе вот таким образом проявляется, и он сохраняет вот это ощущение чистоты и свежести прям вот до самого вечера, пока его не смоешь. Аромат будет звучать вот на вас, на мне звучит, по крайней мере, пока я не схожу в душ. На одежде, мне кажется, до стирки. Он очень стойкий, очень шлейфовый. И не хотела это слово, но я скажу, это все-таки это сексуальный аромат. Вот прям да. И второй претендент, да, абсолютно ему противоположность, но он у меня был. Я еще в тот момент выбирала по принципу новизны аромата в моей коллекции, а этот так вообще новенький 2021 года. Ну, то есть мне хотелось, чтобы аромат был без каких-то уже триггеров на нем, без якорей. И вот этот как раз-таки подходил под это определение. Но вот если бы я выходила замуж первый раз, я бы выбрала этот аромат. Он для меня лично, да, я сейчас вам расскажу другие отзывы о нем, он для меня прям вот такой девичий. Тут очень-очень много цветов, тут в базе чувствуется карамель, сладость, легкая древесность ощущается. Естественно, здесь чувствуется роза, которая обволакивает весь этот аромат. И для меня он такой весенний,
такой легкий, женственный, девичий, молодой. Но к чему я, да, оговорку сделаю? Мой брат, который живет в Португалии, и у меня, естественно, есть невестка, это его жена, она купила этот аромат. Насмотрелась моих блогов, еще чьих-то, и купила этот аромат. И мой брат ей сказал, что это пахнет, как будто бы этот аромат выбрала очень взрослая женщина. И потом она сказала, что вот там, где они живут, в том районе Португалии, вот там очень много женщин, взрослых женщин уже в таком возрасте, она не сказала каком, но я думаю, там лет 60, наверное, примерно так, что вот они предпочитают этот аромат. Ну, я никогда не определяла ароматы по возрасту, я честно это не умею делать, видимо, абсолютно, потому что для меня это очень молодой аромат, очень, вот прям для девчонки. И он вот он 100% женский и женственный. Я не представляю ей на мужчине, не представляю, какой бы мужчина выбрал именно, да, вот такой аромат, не просто в коллекцию, да, но я понимаю, что мужчины могут собирать парфюмерную коллекцию, и они могут купить этот аромат, наслаждаться им. Но вот если мужчина просто берет аромат, чтобы носить его, да, так сказать, утилитарно относится, но я не представляю, что мужчина вот прям влюбится и захочет этот аромат. Эти ароматы были претендентами, но у меня вот с этим ароматом просто огромная история связана, в том смысле, что много историй. Этот аромат у меня уже 15 лет, и поэтому я его не выбрала. А так это мой любимейший аромат. Любимейший. Одно время это был мой аромат просто повседневный. День, ночь, вечер, утро, выходной, не выходной, работа, офис, куда угодно. И поэтому вот я его не выбрала. Хотя он, мне кажется, для свидания просто идеален. Он настолько гармоничен, как и этот аромат. Он тоже, почему я сразу их взяла вместе, потому что многие говорят, что они похожи, хотя если, я думаю, эти люди бы их пробовали на слепых затестах, они бы так не сказали. Да, узнается какой-то почерк этого бренда, это от Libre de Orange, узнается общий характер аромата, какая-то атмосфера его, направленность. Почему я их взяла и говорю, что оба они подойдут для свидания. Но они оба пудровые, чуть-чуть с кожей, но вот этот громче, вот этот вот потише, и там имбирь. Но опять же, здесь прям он, знаете, так вот, ух, на вас, а здесь нет, здесь такой довольно тихий имбирь. То есть здесь аромат более деликатный, более интеллигентный. Здесь грубая кожа, вот здесь вот, здесь грубая кожа, а вот здесь такая замша, да. Но в целом оба аромата такие женственные, я бы так сказала. Но, кстати, вот их я могу представить, что выберет себе и мужчина, потому что здесь есть все-таки кожа, как ни крути. Они сексуальные. Я вот очень много раз буду говорить это слово, друзья. Вот кто не любит, ну извините, но это из песни слов не выкинешь. Я не знаю, каким словом заменить это. Чувственные ароматы, да, лично во мне они пробуждают вот такое настроение, будет какую-то, знаете, энергию во мне. Вот оба эти аромата. Единственное, что говорю, вот этот аромат от вас будут явно чувствовать, прям так нормально он будет шлейфить, то этот уже где-то в шлейф у него будет до метра. Но оба аромата стойкие. Вот. Любой пудровый аромат, на мой взгляд, подойдет для свидания, практически любой. У меня есть видео про пудровые ароматы, я уже не стала повторяться, только вот этот вот один взяла, да. Поэтому, если вы любите пудровые ароматы, то посмотрите это видео, вам что-нибудь оттуда, я думаю, приглянется. Так, друзья, дальше давайте. Дальше, ну, это вообще вне конкуренции, это проверено временем, поколениями. Ну, я шучу, конечно, уже про поколение. Это Dior Pure Poison. Белоцветочный, с ванилью в базе, с сандалом, который слегка молочный.
есть и теплота, и в то же время слегка есть холодность, да, белых цветов, а теплота базы, теплота сандала вот этого молочного, теплота ванили. И вот это вот, мне кажется, сочетание, оно и дает вот это вот какое-то невероятное ощущение, что ты идешь как будто за этим ароматом, погружаешься в него, он как будто заманивает тебя, очень манящий. Вот именно это слово к нему подходит, манящий аромат, шлейфовый, невероятно стойкий. Он вроде бы вот и обнимает тебя своей теплотой, и дурманит тебя своими белыми холодными цветами. Тоже аромат сексуальный. Вот никогда не любила это слово, все время пыталась его избегать, но в этом видео прям меня прорвало. Следующий аромат, он тоже, друзья, на мой взгляд, сексуальный. Здесь яркая тубероза, здесь пудровость, однозначно. Такая, знаете, пудровость уходовая больше. И здесь есть в начале иланг-иланг, но это очень крутой иланг-иланг. Он засахаренный и запудренный. Я вообще не любитель этой ноты, но вот здесь она к месту. Она придает такой характер аромату. Он очень стойкий, очень шлейфовый, и от него вот шлейф, наверное, 2 метра как минимум. Он сладкий, это надо понимать. Он сладкий, древесный аромат. Не девичий, да, а прям такой женщины уже с характером, сформировавшейся, которая знает, чего она хочет от жизни. Вот это вот скорее вот этот аромат. Монталь Crystal Flowers. Включила его в эту подборку, потому что не раз мужчины догоняли меня и спрашивали, что это за аромат. По мне так это аромат, ну да, он довольно простой. Тут есть ландыш, тут есть роза, тут такая сладость, здесь есть мускус, да, но при этом тут не чувствуется вот тот фирменный монталевский мускус. Я, кстати, его люблю, но вот многие его не любят за какую-то его такую ненатуральность, какой-то пластик в нем. Я его люблю. Но здесь он прям на минималках вообще чувствуется. Ну, только угадывается, зная, что это такое, что это есть. Я здесь отчетливо слышу ландыш и розу. И я чувствую ноту табака, который здесь не заявлен. Но что-то здесь есть, что придает немножко вот горчинку. Вот такую, которую обычно я слышу от табака, но от влажного табака, влажный табак. Такой, скорее, который кладут в кальян и, скорее всего, какой-то фруктовый табак. Аромат, правда, очень тягучий, такой очень обволакивающий, манящий тоже. Когда, наверное, мужчины попадают в эту атмосферу этого аромата, а он, как все монтали, шлейфит, гремит, гудит. И, наверное, у них там как-то начинает, я не знаю, голова кружиться. И вот я уже ухожу, они за мной идут и спрашивают, что это на мне был за аромат. При этом без каких-то, да, друзья, без каких-то там этих продолжения знакомства. Реально просто им понравился аромат. Royal Musca Микалев. Это классное сочетание шлейфа, стойкости, но при этом можно подумать, что это крем для тела, какой-то вот эти косметические средства после душа или просто какие-то косметические средства. Но это не пудра, сразу говорю, это не пудровый аромат, но вот он с таким уходом в косметику. Здесь есть фрукты, но я абсолютно их не чувствую. Здесь есть персик, по-моему, или абрикос, что-то вот из этих вот фруктов. Но я не чувствую здесь
фрукты. Здесь есть мускус, естественно, он есть и в средних нотах, и в базе. И вот это придает ему такую летучесть и вот эту способность создавать такое облачко вокруг носительницы этого аромата. Аромат звучит очень дорого, очень. То есть вот сразу понимаешь, что это что-то такое нишевое. При этом нишевое, носибельное и то, что будет привлекать, и то, что приятно, да, иногда ты понимаешь, что что-то нишевое такое, ну там что-то намесили такое интересное, но непонятно куда и кому и как это носить. Здесь все очень понятно. Носить этот аромат могут хоть мужчины, хоть женщины, он однозначно унисексовый аромат, но при этом, да, при этом сексуальный. Кто бы его ни надел на себя, какой, да, из полов, мужчины или женщины, он придаст такой манкости носителю, загадочности даже, но при этом не загадки типа что это, а понимание, что у человека какой-то вот есть особенный вкус в парфюмерии, скорее всего, вообще в принципе. То есть если вы хотите на свидании произвести впечатление девушки-загадки, женщины-загадки, мужчины-загадки, то этот аромат вам поможет, вас будут пытаться разгадать, но сократить дистанцию точно постараются. Вот так вот я вижу этот аромат. По крайней мере, в моей жизни он сыграл именно вот такую роль. Здесь находится Adults от Kilian. Он у меня уже практически заканчивается, он у меня был почти целый. Мне его прислала Таня из Германии. Я присоединю ссылку на Танин канал. Посмотрите, кому интересно. Таня очень милая, такая теплая женщина. У нее очень уютный домашний канал. Про сам аромат. Я, если честно, его прям поняла не сразу. Влюбилась в него тоже не сразу. Но теперь вообще не представляю, как я доживу до целого флакона. Я сейчас в Испании, и его нигде здесь нет. Вот просто нет. Я заказала в России, в Литуале. Моя подруга заберет заказ. И только в марте я увижусь с этим ароматом. Ох, инжир. Вот что здесь самое вкусное, самое привлекательное. Инжир. Я его обожаю. И здесь он с древесными нюансами. Здесь он с пудровыми, немного с пудровыми нюансами, с зеленцой и с сандалом, который слегка рассолит в начале, но потом я вот рассол этот не слышу. Здесь также есть ваниль, но она как-то вот хорошо вписалась, она придает аромату сладости, но не делает его каким-то слишком приторным. И даже как ваниль, да, вот как прям аромат ванили отдельно не чувствуется. Она так проникает во все другие ароматы и смешивается с ними. И здесь, кстати, есть фиалка. Я отлично в базе чувствую фиалку. Обычно она для меня немножко отдает таким свеженапечатанным листом газеты или журнала. И вот я ее тут чувствую. И это потрясающее сочетание рассольного сандала, инжира. А здесь прям сочный инжир. А здесь вообще заявлено сироп инжира, по-моему, так там звучит. И вот эта вот прям сочность инжира с чуть-чуть рассольным сандалом, с фиалкой, запудренной и заслащенной ванилью и с зеленцой. И все это очень гармонично смешано. Очень красиво. Я вот прям показываю это. Тут флакон показать. Красивый аромат, красивый. Люблю его. Так, друзья, все рассказала вам про все ароматы.
сексуальный, манящий, манкий для мужчин, для женщин, одновременно для тех и для других, девичий, для женщины, которая знает о себе все и чего она хочет, разные ароматы, для разных свиданий. Все, спасибо, что вы посмотрели это видео до конца. Ставьте палец вверх, пишите в комментариях свои ароматы для свиданий, какие вы любите носить, какие придают вам уверенности в себе и в благополучном исходе свидания поддерживают вас. Все, спасибо, что были со мной. Всех целую, всем пока.